Говорят, что нет никого страшнее зверя среди дикой природы. Но жизнь упрямо доказывает обратное, потому что самые беспощадные и бездушные хищники давно научились говорить правильные слова, носить дорогую одежду и прикрываться законами, которые сами же и переписывают под себя. Они ходят на двух ногах, уверенно смотрят в глаза и не чувствуют ничего, кроме собственной выгоды. А тот, кого человек привык бояться с детства, чье имя произносят шепотом у костра, иногда оказывается последним, у кого осталось чувство долга, память и своя, звериная, но честная справедливость. Эта история случилась далеко от людских дорог, в суровых алтайских предгорьях, где время словно остановилось, а человеческая жестокость столкнулась лицом к лицу с древними законами природы. Старый егерь Матвей Серебряков жил на своем заимке почти полвека. Он пришел сюда еще молодым, после армии, да так и остался, когда мир за пределами гор стал ему чужд и шумен. Лес был его домом, скалы стенами, а звери молчаливыми соседями, с которыми он умел жить без лишних слов. Ранним апрельским утром, когда снег еще не сошел полностью, а подтаявшие ручьи шумели в распадках, Матвей отправился проверять дальние тропы. В узком каменистом лагу он услышал тонкий надрывный писк, больше похожий на плач. Спустившись ниже, старик похолодел. В старый, забытый всеми железный капкан попал маленький медвежонок. Он был совсем еще детенышем, с грязной мордочкой и огромными испуганными глазами, лапа его была зажата ржавыми зубьями, а силы почти кончились. Матвей сразу понял, что где-то рядом должна быть медведица, и если она вернется сейчас, у него не будет ни секунды. Но уйти, оставив живое существо умирать, он не мог. Тихо выдохнув, старик снял куртку, накрыл ею медвежонка, чтобы тот не дергался, и, стиснув зубы, начал разжимать капкан. Ржавый металл скрипел, пальцы скользили, сердце колотилось так, что казалось, его слышно на всю долину. Когда лапа освободилась, Матвей увидел рваную рану. Он промыл ее спиртом из фляги, перевязал полосой чистой ткани и положил рядом кусок сушеной рыбы, пропитанной медом. В этот миг кусты затрещали. В нескольких шагах от него поднялась огромная медведица. Она была темная, мощная, с тяжелым дыханием и глазами, в которых читалась ярость. Матвей замер, понимая, что это конец. Но зверь не напал. Она втянула носом запах человека, лекарства и еды, подошла ближе, рыкнула на медвежонка, словно отчитывая его, и, бросив последний взгляд на старика, увела детеныша в заросли. Тогда Матвей еще не знал, что этот день станет для него точкой отсчета новой жизни. Прошли годы. Та встреча стерлась из памяти, словно старый сон. Хотя иногда егерь находил возле заимки свежие следы огромных лап, а оставленная на камне рыба исчезала к утру. Местные пастухи и охотники обходили эти места стороной, перешептывались, что здесь поселился страшный хозяин, который не терпит чужаков. Но Матвея зверь не трогал. Он часто оставлял угощение у кромки леса не как плату, а как знак уважения. Так длилось до того дня, когда по узкой горной дороге к заимке поднялись два белых внедорожника. Из них вышли 5 мужчин в дорогой одежде. Они смеялись, громко разговаривали, пинали старые бревна, словно уже чувствовали себя хозяевами. Главный, высокий мужчина с холодными глазами и массивным перстнем заявил Матвею, что эта земля теперь принадлежит крупной компании. Здесь будет элитный курорт, а старому егерю пора убираться. На сборы дали час. Матвей пытался говорить о документах, о том, что он здесь прожил всю жизнь, что уходить ему некуда, но его не слушали. Один из охранников грубо толкнул старика, другой принес канистру с топливом. Угроза была проста и понятна. Матвей стоял, чувствуя бессилие и унижение, и впервые за долгие годы закрыл глаза, готовясь потерять все. И в этот момент воздух разорвал рев, от которого задрожали даже деревья.
Из леса, ломая кусты, вылетел огромный бурый медведь. Он был исполинским, с густой шерстью и заметным старым шрамом на передней лапе. Мужчины застыли, не успев даже схватиться за оружие. Медведь не стал нападать на них напрямую. Он с разбега ударил в ближайшую машину, перевернув ее и смяв металл, как бумагу. Люди закричали, бросились в рассыпную. Кто-то полез на дерево, кто-то упал на колени. Медведь встал на задние лапы, возвышаясь над ними, и заревел снова, как будто сам лес вынес им приговор. Этого оказалось достаточно. Незваные гости, дрожа от ужаса, кое-как забрались в уцелевший автомобиль и умчались прочь, забыв о своих угрозах. Медведь опустился на землю и повернулся к Матвею. Они несколько секунд смотрели друг на друга. В глазах зверя не было злобы, только спокойствие и узнавание. Фыркнув, он развернулся и ушел в лес, так же внезапно, как и появился. Больше никто не пытался отнять у егеря его дом. Слухи разлетелись быстро, и заимку стали обходить стороной. Вечером Матвей, как обычно, вынес на камень миску с медом и долго смотрел в темнеющий лес, понимая простую истину. В зверях куда больше памяти и благодарности, чем во многих людях. Медведь мог убить, но он лишь защитил свой дом и того, кто когда-то не побоялся спасти жизнь. И пока человек остается человеком, сама природа будет стоять за его спиной. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.